Здравствуйте, я Виктория Папшева и добро пожаловать в мою творческую комнату. Сегодня мы с вами сошьем брошь-птичку, а ткань и нитки для ее изготовления мы создадим из полимерной глины. Приступаем к работе. На пласт глины кремового цвета накладываю кусочек ткани и вместе с тканью прокатываю глину в пастомашине. В результате на глине появляется отпечаток текстуры ткани. Теперь мне понадобится каттер в виде изогнутой капельки. Кладу пласт глины на режущую поверхность каттера текстурой вниз и начинаю вдавливать глину внутрь формочки. Но делать это нужно аккуратно и следить, чтобы глина не порвалась. Раскатываю еще один пласт полимерной глины кремового цвета. Также придаю ему текстуру с помощью ткани и кладу на рабочую поверхность текстурой вниз. Сверху кладу формочку с пластикой, режущей поверхностью вниз, и вырезаю деталь. После этого аккуратно извлекаю фигурку из формочки. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не помять фигурку. В результате у меня получилась полая, выпуклая с одной стороны заготовка. Чтобы текстура ткани стала более отчетливой, глину нужно затонировать. Ножичком крошу сухую художественную пастель. Пальцем набираю небольшое количество пастели и растираю ее на листочке. Легкими движениями втираю пастель в глину. Делаю это и с лицевой, и с изнаночной стороны. Раскатываю тонкий пласт полимерной глины кремового цвета. На глину кладу москитную сетку и с помощью иголочки делаю разметку. Ставлю точки в шахматном порядке. Затем беру стек с маленьким шариком и в местах с точками делаю небольшие углубления. Вот что у меня получилось. Колбаску красного цвета нарезаю на одинаковые маленькие части. Катаю из них шарики и размещаю эти шарики в углублениях. Стеком аккуратно придавливаю каждый шарик так, чтобы получились одинаковые кружочки. В результате получается пласт глины в горошек. Сверху кладу листочек и очень аккуратно прикатываю глину скалочкой. Сильно давить на глину при этом не следует. Убираю листочек и накрываю пласт глины кусочком ткани. И опять прикатываю скалочкой. Тонирую пласт глины в горошек пастелью. Беру каттер в форме капельки. С помощью него я буду вырезать крылышко. Размещаю формочку на пласте глины в горошек и вырезаю деталь. Этой же формочкой отрезаю лишнюю часть пластики. Ножичком делаю края крылышка более округлыми. Примеряю крылышко на птичку. Для такой маленькой птички оно слишком большое. Снова беру формочку и отрезаю лишнее. Подгоняю крылышко под размер птички. Далее мне понадобится отвертка с маленьким плоским наконечником. С помощью нее на крылышке я буду создавать имитацию машинной строчки. На одинаковом расстоянии друг от друга отверткой делаю небольшие углубления. Затем присоединяю крылышко к птичке. Раскатываю небольшой пласт полимерной глины светло-коричневого цвета. Накрываю его пищевой пленкой и с помощью маленького люверса вырезаю кружочек. Это будет пуговка, которая станет птичке глазиком. Люверсом поменьше в середине кружочка делаю небольшое углубление. На пуговке иголочкой делаю 4 отверстия. Катаю очень тоненькую колбаску белого цвета и размещаю ее в отверстиях на пуговке крест-накрест. Тем самым создаю имитацию ниточки, которой пуговка будет пришита к птичке. Пастелью коричневого цвета тонирую пуговку. Делать это нужно было до момента приклеивания ниточки. Но так как сразу затонировать пуговку я забыла, приходится это делать сейчас. Действую очень аккуратно, чтобы не испачкать ниточку. В результате у меня получилась малюсенькая пуговка. Приклеиваю ее на место глазика. Из глины красного цвета делаю небольшой треугольник. Это будет клюв. Тупой конец срезаю формочкой.
и присоединяю клюв к птичке. Заглаживаю стык силиконовой кисточкой. Хвостик у птички должен быть более широким, поэтому я катаю тоненькие колбаски и присоединяю их к хвостику с двух сторон. Все стыки заглаживаю силиконовой кисточкой. Пласт полимерной глины красного цвета вместе с тканью прокатываю через пастомашину. Этот пласт накладываю на хвостик и прижимаю со всех сторон силиконовой кисточкой. Обшиваю основу пластом глины с фактурой ткани. Лишнюю пластику отрезаю. Таким же образом обшиваю клюв. Хвостик птички будет украшен кружевом. Раскатываю тонкий пласт полимерной глины белого цвета и отрезаю полоску, одну сторону которой срезаю волнистым лезвием. По волнистому краю иголочкой на одинаковом расстоянии друг от друга делаю проколы. Стеком с маленьким шариком делаю углубление и пришиваю кружево к хвосту птички. Стежки на крылышке заполняю тоненькими колбасками белого цвета. Таким образом создается впечатление, что крылышко пришито к птичке. Отправляю птичку запекаться. Раскатываю небольшой пласт полимерной глины кремового цвета и придаю ему текстуру ткани. Тонирую глину пастелью. К обратной стороне брошки на суперклей приклеиваю застежку. Затем смазываю поверхность брошки вокруг застежки фимогелем. Из пласта глины с фактурой ткани вырезаю небольшой прямоугольник и приклеиваю его на застежку. Лишнюю пластику отрезаю. Также вырезаю небольшой треугольник с той стороны, где иголка крепится к застежке. Это позволит иголочке свободно двигаться. По краю квадратика глины, закрывающего застежку, отверткой делаю оттиски, имитируя стежки, и отправляю брошку на повторное запекание. В результате у меня получилась милая брошечка-птичка. Благодаря имитации фактуры ткани создается впечатление, что она сделана не из пластики, а сшита из ткани. А если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждут новые мастер-классы. До новых встреч!